16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. 30 лет назад, в ноябре 1924 года, указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, эта дата была установлена как профессиональный праздник для работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины. Именно 16 ноября 2024 года в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача. Произошло это в Харькове. В тот день первые слова украинского радио услышали около 70 радиолюбителей. Дикторов, конечно, тогда в штате радиостанции не было, поэтому открыл радиопередачу техник, который по привычке связиста вначале трижды проговорил «Алло, алло, алло», а потом еще трижды говорит Харьков. К харьковчанам обратились Григорий Петровский и Влас Чубарь, а затем был передан небольшой радиоконцерт и радиожурнал, в общем, менее часа эфира. Такой была та самая первая радиопрограмма. Размещалась первая радиостанция в Центральном партийном клубе, сейчас это здание филармонии на улице Рыморской. Радиостанция была изготовлена харьковскими инженерами Жеронкиным, Лебрехтом, Касвандом, Дрожжиным, Луневым и работала в средневолновом диапазоне. Первые приемники были любительскими. Еще в конце XIX века во всем мире был широко известен профессор Харьковского технологического института Николай Дмитриевич Пильчиков. Он стоял у истоков создания систем управления машинами и механизмами на расстоянии по радио. Пильчиков впервые создал прибор, способный настраиваться на определенную волну. Правда, результаты проводимых им опытов и сами приборы оказались утрачены. 8 февраля 1901 года Пильчиков отсылает докладную записку в Главное инженерное управление военного ведомства, в которой предлагает новую программу исследований защиты приборов беспроводной телефонии от влияния электрических волн постороннего происхождения. В Харьковском технологическом институте Николай Дмитриевич оборудует радиостанцию с 25-метровой антенной. В 1904 году за собственные средства покупает автомобиль, в который сам же вмонтировал необходимую радиоаппаратуру. Этот автомобиль стал первой передвижной радиостанцией. Харьков был городом, где активно строились радиостанции, особенно в период Первой мировой войны, когда в Харьков была переведена очень мощная радиостанция из Могилева. Поэтому именно в Харькове появились специалисты, которые на первых порах готовили техническую базу, но потом эту радиостанцию фактически забрали из Харькова и перевели в один из российских городов. Оборудование использовали для создания в Москве мощной радиостанции. Тогда председатель Всеукраинского Центрального исполнительного комитета Григорий Петровский и руководитель украинского правительства Влас Чубарь обратились к харьковским работникам с предложением своими силами построить радиостанцию. И не простую, а непременно мощную радиостанцию для международных сообщений, чтобы ее сигнал доходил за границу. Построить новую радиостанцию в конце концов удалось. 17 января 1921 года в Харькове начала пробную работу мощная искровая радиотелеграфная станция. Ее возглавил радиоспециалист Касванд. 22 августа официально открыта Харьковская радиостанция международных сообщений, которая стала главной радиостанцией правительства УССР. Станция работала лишь кодом азбуки Морзе. 11 сентября 1921 года в Харькове смонтирована первая в Украине громкоговорящая установка. Ее испытали на вечере литераторов. По договоренности с берлинскими радистами харьковчане могли слушать симфонический концерт из столицы Германии. Потом громкоговорители установили на ипподроме, а впоследствии в помещении УЦВК. В Украине для получения информации в течение 1920-1923 годов было смонтировано 60 приемных радиостанций. В этой работе активное участие принимали харьковские специалисты. 28 июля 1924 года в Харькове создана первая в Украине окружная государственная радиостудия.
В Харькове быстрыми темпами начали устанавливать собственную радиостанцию для широкого вещания. Глеб Петровский предложил 2 комнаты в Центральном партийном клубе, который находился в помещении бывшего оперного театра на Рыморской. Привезли туда оборудование, стали работать, и поначалу ничего не получалось с качеством звука, поскольку микрофонов тогда еще не было. Вместо них использовали телефонные трубки. Понятно, что при таких условиях о высоком качестве звука можно было и не говорить. Кроме того, во время пробных передач мешало эхо голосов. Чтобы как-то избавиться от нежелательного многоголосия, стены сначала обложили дровами. Помогло, но не очень. Потом принесли глиняные горшки, тоже незначительный эффект. Позвали командира кавалеристской бригады и спросили, как разведчикам во время боевых заданий удается тихо двигаться в тылу у врага. Оказывается, чтобы конские копыта не цокали, их заворачивали в куски шерстяных попон. И вот радиотехники взяли 4 попоны, обили ими стены студии, включили аппаратуру и получили достаточно приличный звук. И вот 16 ноября 1924 года ровно в 19 часов из громкоговорителей, установленных на крышах домов в центре Харькова, прозвучало: «Алло, говорит Харьков, всем. Работает первая в Украине радиотелефонная станция». В тот осенний вечер к этим словам прислушивались сотни харьковчан. Так начиналось радиовещание в Украине. С января 1925 года по предварительно напечатанной программе трижды в неделю начались регулярные передачи радиожурнала «Радио Пламя». В дальнейшем вещание из Харькова осуществлялось утром и вечером, заканчивался каждый день информационным бюллетенем в 23:30. 1 марта 1925 года в полдень Харьковское радио передало концерт Государственного украинского хора имени Леонтовича в программе «Украинские народные песни». С тех пор ведет начало музыкального радиовещания в Украине. Участниками первых радиоконцертов были выдающиеся деятели искусств Оксана Петрусенко, Зоя Гайдай, Марина Литвиненко-Вальгемут, Иван Паторжинский, Михаил Гришко и многие другие. 19 января 1926 года по Харьковскому радио прозвучала украинская опера по драме «Леси Украинки». Это стало началом регулярной трансляции спектаклей из театра. В 1927 году была введена в эксплуатацию Харьковская радиовещательная станция 4, которая работала на национальном передатчике мощностью 25 киловатт. В то время она была 4-й по мощности во всем Советском Союзе. Программы этой радиостанции принимали на всей территории Украины. К концу 1927 года только в Харькове насчитывалось свыше 1500 штук детекторных радиоприемников. В середине 1928 года в Харькове начало работу Всеукраинское управление по делам радиовещания. Программы на украинском языке были ограничены по времени и по содержанию. В конце 1920-х годов, в начале 1930-х они состояли на 70% из политического вещания. Программа Харьковской радиостанции, кроме радиогазет, состояла из докладов бесед, свежих новостей, уведомления со съездов и совещаний. Художественному слову принадлежало из всех 18 часов ежедневной работы 3-4 часа. Во второй половине 1930-х годов программы радиостанций в Харькове дополнены музыкальными передачами и литературно-драматическим вещанием, а также отдельными передачами для детей и молодежи. 30-40% эфирного времени выделялось для трансляций московских пересылок на сеть УССР и на передачу с Москвы последних новостей на русском языке 12 раз в сутки. 24 июня 1934 года Украинское радио сообщает о переезде высших государственных и партийных учреждений из Харькова в Киев.
В тот же день на улице Владимирской состоялся военный парад и демонстрация трудящихся, которые транслировало радио. 21 августа того же года из Харькова в Киев переехал Всеукраинский комитет радиофикации и радиовещания при Совнаркоме УССР. 1941 год. Конец сентября-октябрь. В это время вещание украинского радио велось из Харькова, куда еще летом прибыла часть работников Республиканского радиокомитета. Здесь на технологической базе областного радио осуществлялось вещание радиоредакции политуправления Юго-Западного фронта. Нередко дикторы Савицкая, Круглова, Евенко вели ночные передачи под аккомпанемент вражеских бомбардировок. Радиопередачи из Харькова имели еще одно специфическое назначение. Дело в том, что советская авиация далекого действия осуществляла налеты на вражеские тылы, и радио должно было также обеспечивать ориентирование, пеленги летчикам. В эфире на Харьковской волне звучали условные позывные и специальная музыка. Заданием дикторов было вести эфиры при любых условиях. Поэтому даже в момент вражеских бомбардировок они не оставляли свой пост около микрофона. Из Харькова передачи продолжались до 25 октября, до самой оккупации города. За день перед этим основная часть работников украинского радио эвакуировалась. – 23 августа 1943 года митинг в освобожденном Харькове транслировался в городе через 6 громкоговорителей мощностью 10 Вт. 24 августа 1943 года в 14 часов в помещении Харьковской филармонии был установлен кустарный 30-ваттный усилитель, и заработали 3 громкоговорителя на помещении Горсовета. В здании на площади Тевелева, ныне площадь Конституции, оборудовали временную радиоаппаратуру, которая обслуживала 16 уличных динамиков и 30 радиоточек. Потом городской радиоузел перевели в дом по улице Сумской, 29, где он и находился до начала 1972 года, далее на улице Скрипника. История создания Харьковской областной телерадиокомпании началась с любительского телецентра, созданного радиолюбителем во главе с Владимиром Семеновичем Вовченко. В 1947 году он предложил заняться созданием телецентра. Этой идеей Вовченко вместе с другими харьковчанами проникся еще в конце 1930-х годов. После войны в радиоклубах сформировалась секция телевизионщиков, и в 1949 году в Харькове группа энтузиастов под руководством инженера Вовченко был построен первый в Советском Союзе любительский телецентр. Он отличался от преемников тем, что стандарт был 330 строк в кадре, а у профессионального 625. Не имея схем, рисунков, специальных материалов, а главное опыта, талантливые харьковчане компенсировали все это огромным желанием и бескорыстным энтузиазмом. Пока готовился телецентр, харьковчане мастерили самодельные телевизоры. На момент первого выхода в эфир их было несколько десятков. Чудо техники с размером экрана с почтовую открытку устанавливали в рабочих клубах для коллективного просмотра. Счастливчики, имевшие телевизор дома, были вынуждены принимать гостей. Соседи, знакомые, знакомые знакомых, как правило, по несколько десятков человек замирали у крошечного экрана. Телепередачи начали выходить в эфир и пользовались большим спросом среди харьковчан. Невероятно, но факт: в 1953 году телевизоров в Харькове было больше, чем в Японии. Одновременно под студии и аппаратные переоборудовались некоторые помещения, сооруженные еще в 1930-е годы в комплексе Госпрома. Результат превзошел все ожидания. Главный инженер московского телецентра, побывавший в Харьковской любительской телестудии, признал, что достигнутая здесь четкость изображения не уступала столичной. Упорный труд тогдашних телевизионщиков-любителей не остался незамеченным.
И 19 марта 1955 года приказом Министерства культуры в Харькове была создана студия телевидения. Харьков был четвертым городом в Советском Союзе, где появился государственный телевизионный центр и первым, где был внедрен экспериментальный образец типичного отечественного телецентра. Позже были построены телецентры в городах Донецк, Днепр, Одесса и Львов. Уже 1 мая в эфир вышла первая телепередача. Это был большой концерт ведущих харьковских артистов. И хотя телевизоров в то время в Харькове было не более 3000, харьковчане с радостью встретили появление телестудии в городе. Телевидение тогда было новым делом для всех, поэтому его возможности начали постигать не только техники. К творческому коллективу примкнули актеры, режиссеры, газетчики, фотографы, будущие кинооператоры и, как говорят, сходу начали готовить первые передачи. Основывали традиции, одновременно овладевая новыми на то время телевизионными профессиями. А поскольку телевидение началось с показов фильмов, спектаклей, концертов, оно привлекло в первую очередь режиссеров, людей из театров. Первыми среди них были Владимир Воронов и Яков Резников. Их имена хорошо известны и сегодняшним телевизионщикам. Потом к ним присоединились редакторы. Именно эти специалисты и начали с литературных передач и телеспектаклей. Несмотря на сложные условия, отсутствие необходимых площадок, где можно было бы разместить камеры, микрофоны и так далее, в этих ситуациях многое зависело от талантливых операторов. Впоследствии профессионализм работников Харьковской студии телевидения настолько вырос, что сюда приезжали из других городов учиться тому, как на малых площадках можно ставить телеспектакли. Вскоре начали на телестудии готовить телевизионные передачи для детей. Так появилась программа «Зайчик-книгоноша». Далее вышел «Веселый поезд». Эту программу приняло Интервидение. Постепенно коллектив рос и укреплялся. Появились технические возможности для выхода на украинское и центральное телевидение. В 1956 году Харьковский телецентр получил первую передвижную телевизионную станцию на 3 камеры. И в следующем году она вышла в эксплуатацию. Благодаря новой ПТС харьковчане приняли участие в освещении 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. А в 1962 году, используя ПТС, были подготовлены познавательные передачи о Харькове и его достопримечательностях для европейского зрителя. Творческие и технические работники с помощью ПТС вели передачи непосредственно из цехов заводов, фабрик, научно-исследовательских и проектных институтов, сельскохозяйственных объектов, транслировали выдающиеся события, спортивные игры, концерты и спектакли. Харьковское телевидение выходило на всесоюзный экран с огоньком, КВН, на Интервидение. Появилось на нем и кинопроизводство. Автором многих фильмов был Самарий Маркович Зеликин. Среди его фильмов «Шилов и другие», но особую популярность получил фильм «Тореадоры из Васюковки», отмеченный призом Гран-при на Всемирном фестивале детских фильмов. Интеллектом харьковского телевидения считалась Майя Кавалеридзе, дочь известного скульптора и кинорежиссера Ивана Кавалеридзе. Яркий след оставил в истории харьковского телевидения журналист Ефим Мехов. Его программу «60 минут» в нашем городе ждали все харьковчане, поскольку в ней речь шла об острых проблемах того времени. Неутомимые поиски – это неутомимая черта тех, кто стоял у истоков харьковского телевидения. Эта традиция продолжается с каждым новым поколением, о чем свидетельствуют многочисленные награды на украинских и международных фестивалях телевизионных программ. В 2015 году Харьковская областная государственная телерадиокомпания была реорганизована в филиал НТКУ «Харьковская региональная дирекция». В советские времена профессиональный праздник работников телевидения и радиовещания отмечался 7 мая. Эта дата была установлена в 1945 году во время празднования 50-летия изобретения Александром Поповым радио, и уже после обретения независимости в Украине продолжали следовать старой традиции.
Но весной 1994 года Виталий Артеменко, краевед из Харькова, предложил установить новую дату празднования Дня работников телевидения и радиовещания. Это 16 ноября. И вот 11 ноября 1994 года, накануне 70-летия начала радиовещания в Украине, вышел указ президента Украины о том, что 16 ноября стало Днем работников электронных масс-медиа Украины. Одной из первых телеведущих на харьковском телевидении стала Наталья Фатеева. Будущая знаменитая киноактриса училась в Харьковском театральном институте, куда обратились организаторы харьковского телевидения для поиска ведущих. Фатеева успешно прошла пробы. Ее дебют состоялся в далеком 1953 году, когда экран телевизионных приемников был размером со смартфон, и зрители смотрели телевизор с помощью огромного увеличительного стекла. Харьковский завод «Коммунар» с 1959 года выпускал телерадиолы «Харьков», которые состояли из телевизора и радиоприемника. Удовольствие было по тем временам не из дешевых. Цена телерадиолы после реформы денег 1961 года составляла 360 рублей, а средняя зарплата тогда была 81 рубль. В 1960-х годах на Харьковском «Коммунаре» был налажен выпуск бытовой теле- и радиоаппаратуры. В 1969 был произведен миллионный телевизор знаменитой в то время марки «Березка». С 1975 года в Харькове начали выпускать цветные телевизоры. В 1990 году в Харькове появилось негосударственное телевидение. В городе появился 7-й канал. В начале 90-х в Харькове работало уже несколько частных телекомпаний. Итак, я поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, творческих успехов, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.